Мазафак, благодарю за рассказ, как экспериментировать с имприматурой. Это понятно. Меня интересовало другое, только одно, конкретное. Когда будем писать вечер, ночь? Как мастер, написавший не один ночной вечерний этюд, рекомендуете писать по темному или по белому основанию? Мне кажется, логичнее вечер ночь пробовать писать по черному, не по белому тону, так как задается сразу общая тональность. Как вы считаете? По белому только потому, чтобы цвет насыщеннее был, но тон же важнее, тем более общий, как вы говорили не раз. Пошел экспериментировать. Вот последнее предложение очень верное, потому что я за то, чтобы вечерние, ночные работы получались разные. Какие-то глубокие, ну не до черного же, да? Какие-то более прозрачные. Эксперимент дороже всего. Это ваше открытие из вашего эксперимента выходит. То есть вы себе заготовьте несколько картонок. Одни темные имприматуры, другие там светлые или белые совсем. Или заготовьте вообще разные, совершенно разные. И там темные, и среднего тона разноцветные, и бледного тона там светлого, да? Разные. И вы почувствуете, вот вы пришли на вечерний мотив, какой вам хочется взять. И из того исходите, чего больше вы видите. Ну, например, вы видите больше зелени. Возьмите зеленоватую имприматуру. Это как один вариант. Тогда она будет где-то оставаться, как уже законченный тон. И к нему вы подстраиваете другое. Поскольку времени мало, ну, на вечерних, то это, конечно, сработает на руку. Вам не нужно будет тратить время на закрашивание там, этого большой зеленой массы. Она уже готова. Но это не единственный вариант, о чем я говорил в прошлом ролике. Допустим, у вас много зелени. Вы сознательно берете красную, например, имприматуру, ну, как дополнительный цвет, и работаете на ней зеленью. И красный где-то просвечивает. Нет единого решения, я только об этом говорил. И я не могу вам подсказать, как лучше, потому что живопись – это постоянный эксперимент, к чему я вас всех и призываю. И еще раз скажу, что 10 числа в 0 часов будет запущен новый курс. Вам будет дан доступ в моей онлайн-школе. И первым уроком, ну, на первом уроке, который будет бесплатно, будет, на мой взгляд, очень интересная и важная лекция. Она лекционная часть, теоретическая. Я подготовил много своих работ, которые буду рассматривать, по косточкам разбирать, показывать вам. Они все подобраны на одну тему – предвечернее и вечернее состояние. И как сделать его светоносным в холсте, как написать его, не тухлым, не замученным, не таким глубоко темным, а так, чтобы зритель видел, что это вечер, и одновременно, чтобы это приносило радость, чтобы был свет, вечерний свет же, он совершенно удивителен. Так вот, на этом первом уроке будут разобраны много работ, чтобы ввести вас в курс дела, как это делается, на что обратить внимание, какие перед собой ставить задачи, как их выполнять. И потом те, кто останутся на курсе, будут получать задания, чтобы развить в себе это видение, прежде всего, которое позволит вам сохранять тональные связи, писать творчески, писать тонкие отношения выстраивать, писать декоративно, писать акварелью, разными материалами. В общем, заданий будет много на этом курсе. Будут 2 пакета, я о них расскажу на этом бесплатном первом уроке. Собственно, я представлю вам этот курс в полной мере. Так вот, один из них с обратной связью, что я очень рекомендую, потому что вы делаете задания, вы присылаете мне, я указываю, разбираю вашу работу, указываю ошибки, вы получаете доступ к следующему заданию, и так движемся. 7 уроков. Я настраиваю вас не бояться, даже если вы, новичок. Я сам новичок. Не бояться, потому что, все разжевано. Я пишу мотив, вы все это видите, ставлю вам задачи, и потом вы делаете сами.
Если вы прям сильно стесняетесь, но нажмете кнопочку, чтобы вы не показывали свои работы другим участникам курса, и буду видеть только я, просто их проверять, и все. Если вы не стесняетесь, то пусть будут все видеть ваши работы, пусть все будут в команде видеть, как работают другие. Это помогает каждому участнику команды двигаться к вершинам мастерства. Так что совсем скоро мы начнем основательно работать. Лучшие работы я показываю в группе, и потом, по окончании курса, я, естественно, покажу их и в своих роликах. Так что готовьтесь, затачивайте карандаши и готовьте краски. Вероника Овчинникова. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, обращаете ли вы внимание при письме на прозрачность и кроющие способности красок? Вы знаете, Вероника, я не обращаю внимания. Мне важен цвет. Моя техника письма, довольно-таки корпусная часто, такая фактурная, позволяет на это не обращать внимания. Мне главное цвет, фактура, взаимоотношения кусков, пятен, композиционные решения. Прозрачная краска важна в том случае, когда вы делаете лессировки. Но вот я этим не очень-то часто занимаюсь, и если я лессирую, то просто за счет легкого касания кисти, а краска на кисти есть, получается такое вот списывание каких-то кусков, обобщение. Но так как рисовали в эпоху, писали в эпоху Возрождения вот лессировками, я не занимаюсь, поэтому мне все равно. Даниил, я обнаружил неожиданную закономерность, касающуюся воздушной перспективы. Если у нас темное вдали становится светлее, а светлое темнее, значит, есть некий серый тон, который независимо от расстояния не меняет тональности. Это так? Я не понимаю, Даниил, о каком сером тоне идет речь. Где он? В природе серый тон, который не меняет тональность? Там все меняется все время. Где он вообще? О каком тоне вы говорите? Или, я не знаю, вот какой-то вот бумага, которую вы видите, вот серым покрашена, но за счет разного освещения она тоже будет меняться. Все меняется, я ничего не понимаю. Для меня работает тот способ, который Фешин когда-то сказал. Пишите не то, что знаете, вот, кстати, вы пишете из области знания, закономерности, светлее, темнее, а то, что видите. Берете вдали, например, темный кусок, или труба какая-нибудь стоит. Если она, труба эта, темнее, чем еще какой-то темный кусок в мотиве, так кладите их в соответствии друг с другом. Один темнее, другой светлее. Все. К ним подстроили еще какой-то темноватый кусок. Как все друг к другу относится. Все. Больше ничего не надо. В моем случае, когда я пишу, мне не нужно размышлять, что сейчас, серая труба, ведь она светлее, она же черная. Она посветлее там вдали где-то. Мне же достаточно сравнить ее, не знаю, вот с куском каким-то, который я вижу, который у меня тоже в мотиве. И все. Зачем мне об этом вообще думать, что там светлее, что темнее, по какой-то логике? Это из области знания. Но мне это не помогает и просто мешает. Зворыкина, помню, жила на 8 марта у Демнама, это улица 8 марта. Так при выходе из метро по дороге домов ко мне подходили и предлагали позировать молодые люди. Там студия была. Помню гипсы в окнах, такие настойчивые. Я пугалась тогда, как теперь мне нужны эти модели. Я на месте тех студентов, сама вечный студент, давно это было, так бывает. А я жил как раз 8 марта, прям там все время ходил, может быть, мы в один и тот же магазин с вами ходили. Там спортивный был недалеко. А я жил на, старый Петровско-Разумовский проезд, который, вот так вот, Т-образно к этой 8 марта, когда в Строгановке учился. Я на месте тех студентов. Светлана, так и что ж, приглашайте, с кем-нибудь объединяйтесь, модели, и рисуйте, конечно. Ничего, найдете. Вы в телефоне покажите, что я художник, вот мои работы, хочу рисовать вас. И все такое. Денежек предложите, и договоритесь, и будете писать. А моралки нет никакой души,
передающаяся в произведении, и красота в глазах смотрящего. Одно другому не мешает. Если красота, например, в ваших глазах, почему нет души-то у того, кто делал? Ну, вы делаете, я не знаю, например, затачиваете пистолетик из дерева. Вы же душу вкладываете. Каждую деревяшечку из бука, например, обтачиваете. Это же с душой, с любовью сделано. Поэтому, если зрителю нравится то, что сделано машиной, для него это и будет искусством. Да, конечно, все это так. Но вкусы ведь меняются. Это нормально. Если кто-то будет смотреть на картинки искусственного интеллекта, все такие прилизанные, красивенькие, прям, ой, как это сделано, как это красиво, как на фотографии, то через какое-то время он скажет, ну, я был тогда еще не слишком-то искушен, а сейчас я вот прям вот по-другому живу. Не забывайте кнопочку «Нравится» нажимать, если нравится, и задавайте вопросы, комментируйте. Я предлагаю вам посмотреть еще одно кино, называется «Нужно ли отходить от академизма?». Ну, пока.